Дорогие друзья, я очень рада видеть вас на моем канале. Всем добро пожаловать! Осень у нас в самом разгаре, а это значит, пора всерьез заняться сменой декора для дома. Для меня это что-то новое, потому что раньше я, как и любой ребенок, готовилась к таким праздникам, как Хэллоуин. У нас это было как-то довольно популярно и распространено, хоть никто его и не отмечал, но тем не менее. И делала я какие-то абсолютно детские подделки, гирлянды, которые мы сегодня с вами тоже сделаем, как дань нашему детству. И, конечно же, какие-то рисуночки, которые я вешала на стены. В общем, все то, что может позволить себе ребенок и что могут позволить ребенку родители, особенно в съемной квартире. Но сейчас у нас с мужем своя квартира, и вот тут уже я вольна делать все, что захочу. Так сказать, закрываю гештальт своего детства. Хотя, надо отдать должное моим родителям, мне ничего не запрещалось в рамках разумного, конечно. В общем-то, особенно сейчас я очень рада этим заняться, потому что мы наконец-то закрыли все свои какие-то базовые большие покупки, которые необходимы, когда вы въезжаете в новую квартиру и обставляете ее, по сути дела, с нуля. И вот сейчас, когда на это наконец-то есть и силы, и время, и какие-то средства, я очень рада заняться декором. Так что в этом видео покажу, как подготовила свой дом к осенней поре, к Хэллоуину, ну совсем немножко. Так что начинаем. Ну что, девочки, наш черед, наше время. Думаю, все мы вырезали бумажных кукол, так называемые вырезалки, да, что-то из детства, делали аппликации. И вот я решила поменять постеры, кстати говоря. Вот примерно так они будут выглядеть на стене. Не думаю, что вам было хорошо видно, но я к тому, что я их уже сделала. Для того, чтобы сделать постеры, нам понадобится, конечно же, основа. Я покупала 2 ватмана и вырезала из них необходимые по размеру детали, потому что мои рамки размера 50 на 70 сантиметров, и это не совсем стандартный размер, то есть такие листы просто так в канцелярском магазине мне не удалось купить. Возможно, вам, конечно, повезет больше, но я таким образом вышла из положения. Вырезала из большего размера тот, что мне необходим. Также я делала распечатки, полазив по Пинтересту, который я просто обожаю. Собрав эту замечательную коллекцию картинок, я ее распечатала, вырезала и, соответственно, клеила на макет. Так вот, нам понадобятся ватманы или любая другая бумага, которая может послужить какой-то основой для вашего будущего постера, распечатки. Я специально оставлю для вас ссылку с PDF-файлом,
Там абсолютно все в том размере, который я использовала, по сути, да, для создания 2 постеров. Также нам понадобится клей-карандаш. Берите 2, сразу говорю, потому что мне не хватило. И, конечно же, сами рамки, но у меня они уже были, поэтому я не совсем вношу это, да, в расходы. Ножницы и наши умелые ручки. Когда я впервые за 1,5 года сняла эту раму, я поняла, что абсолютно не помню, как она собирается и разбирается. Поэтому какое-то время у меня ушло на то, чтобы сообразить и вспомнить. Ну, а там уже дело за малым. Разбираем раму, достаем все ее содержимое и удивляемся количеству пыли, несмотря на нашу ежедневную влажную уборку. Но пыль – это такое дело, особенно в наших российских домах. Мне нужно было достать не только старый постер, но и саму основу, чтобы обвести ее на ватмане, поскольку делать коллаж нужно на чем-то. Примеряемся, я приложила картонку, чтобы не порезать ковер, потому что изначально думала, что буду делать это канцелярским ножом. Ну и в принципе для удобства, поскольку ковер мягкий и вырезать на нем что-то не очень удобно. Конечно же, прохожусь канцелярским ножом, и думаю, у вас это должно получиться лучше, чем у меня, поскольку мой канцелярский нож был затуплен и, как оказалось потом, ничего до конца не прорезал. Поэтому мне пришлось вооружиться ножницами и уже ими заканчивать начатое. У нас есть все необходимые распечатки, но их тоже нужно вырезать. Поэтому вооружаемся ножницами и терпением, поскольку это было самой долгой частью в создании всего коллажа. И, конечно же, дело не обходится без наших любимых помощников. Животные всегда тут как тут, но в моем случае собака. Когда все детали вырезаны, мы раскладываем их, чтобы посмотреть, как все это смотрится. Ну а заодно продумать, что же зачем нужно клеить. После чего начинаем приклеивать все наши части. Не расстраивайтесь, если что-то падает у вас из рук, так же, как у меня, например, клей, потому что в этом деле главное получить удовольствие и сделать все с душой. Вспомните свои детские аппликации. Они наверняка не отличались идеальностью и правильностью, но в них всегда есть какой-то свой особый шарм, как и во всем, что мы делаем своими руками. Удивление, процесс приклеивания пошел довольно быстро и легко. И тут очень важно, чтобы все хорошо приклеилось, особенно какие-то уголки, тонкие детали, поскольку они будут сильно влиять на общий вид вашего коллажа. Вот, когда с фоном было закончено и были приклеены все основные изображения, я раскладываю маленькие, которые являются украшением и такими важными мелкими деталями, чтобы посмотреть еще раз, все ли хорошо смотрится и где чье место. И да, не переживайте, я сейчас соображу, что пора включить свет, потому что дни у нас уже все короче и короче. В общем-то, приклеиваю все мелкие детали для того, чтобы завершить коллаж. И больше всего, конечно же, я провозилась со скелетом, как и в вырезании, так и в приклеивании, потому что очень уж боялась его порвать. Я в восторге от этого коллажа, он очень мне понравился, потому что он такой домашний и такой уютный, и такой осенний. Я очень давно хотела создать нечто подобное, и вот, наконец-то, воплотила это в жизнь еще и своими руками. Ну, а теперь приходит черед второго коллажа, поскольку поменять один и не поменять второй мы просто не можем. И снова все повторяется. Но тут я уже была умнее и научена горьким опытом и поняла, что можно использовать другие ножницы, которые будут гораздо удобнее. Так что не бойтесь с этим экспериментировать, это существенно может сэкономить вам время. И, конечно же, надпись. Я просто влюблена в нее. Убедившись, что все лежит на своих местах, повторяем все те же самые процедуры, приклеивая сначала фон. И тут очень важно понимать, какую картинку за какой нужно приклеить, чтобы не было потом неприятных сюрпризов. Потому что вот тут я просчиталась и пришлось придумывать какой-то выход из ситуации буквально на ходу. Тут у меня закончился клей, и я начинаю изгаляться, надеясь, что этого огрызка мне хватит, чтобы закончить второй коллаж. Но, конечно же, мне его не хватило.
Просто посмотрите, что я придумала. Я пыталась выковыривать клей ножницами, размазывать эти остатки колпачком, но тут пришел муж, увидев мои страдания, покрутил пальцем у виска и, конечно, заказал мне другой клей, чтобы я могла закончить коллаж, потому что я уже просто не успевала все это сделать. Мне очень хотелось закончить в один день. В этой части я тоже немножко просчиталась, поэтому пришлось экспериментировать, но, возможно, она наоборот свяжет все в единое целое. Это был на самом деле один из самых приятных моментов разрывания бумаги и создания какого-то уникального кусочка, потому что у каждого он получится своей формы. И что ж, фон готов, приклеиваем мелкие детали. Если первый коллаж у нас более светлый, более теплый, то от этого должен исходить дух эстетики Dark Academia Style, потому что на нем изображены как раз туманные замки, книги, библиотека. В общем, все необходимые атрибуты этой эстетики. Мне редко нравится результат непосредственно моего творчества, как и многим из нас, скорее всего, но в этот раз даже я была довольна от того, как красиво и атмосферно все получилось. Лично я в восторге от результата, потому что постеры не только хорошо вписались на стену, но и отлично сочетаются теперь с подушками, которые я положила на диван, делая комнату более законченной. Ну а мы приступаем к созданию гирлянды. Рисовала я ее на остатках ватмана, которые у меня остались после создания коллажа, поэтому взяла обрезки и для начала расчертила себе основу, чтобы буквы были относительно ровными. Я брала размер 14 на 7 см и оставляла по сантиметру в промежутке между буквами. Для удобства также написала буквы, которые буду потом здесь рисовать. И да, я не претендую на звание художника, поэтому рисую как могу, периодически делая какие-то пометки, чтобы немножечко облегчить себе эту задачу. Но рисовать эту букву было особенно приятно из-за ее плавных и гладких линий. Для начала делаю небольшие наброски и поступаю так со всеми буквами, чтобы понимать, где примерно пройдут основные линии контура. И далее уже ухожу в детализацию. И не думайте, что у меня все получилось с первого раза, вовсе нет. Сейчас я нарисовала эти завитушки на одном месте, но буквально через пару минут пойму, что они там не очень хорошо смотрятся, и нужно было ввести их ниже. Но ластик нам в помощь, и хоть художники так, наверное, не делают, я не художник, я делаю это для себя, поэтому могу себе позволить. Так что перерисовываем завитушки туда, куда нам хочется, это наша гирлянда, можем делать все, что хотим. Изначально я думала, что обведу их черной гелевой ручкой, но она, как назло, перестала писать, а может быть и к счастью, потому что я додумалась взять маркер, с которым дело пошло гораздо быстрее. И да, повторяющиеся буквы я не рисовала, а просто обводила их для экономии времени, потому что мне очень хотелось успеть закончить гирлянду, пока за окном еще было солнце. Далее обвожу все буквы и закрашиваю их также маркером. Теперь пришло время собрать нашу гирлянду. Я для этого использую обычную иголку и нитку и просто протыкаю буквы. Кстати говоря, делать второй прокол гораздо удобнее на ковре, а не на весу, потому что здесь довольно тонкий участок и можно легко порвать букву. Осталось
повесить все это на стену. И тут мне помогал муж, потому что мне не хватало размаха рук, чтобы все это зафиксировать разом. Я приклеила все на скотч, потому что не хотела прикалывать булавки или что-то такое на свои дверные косяки. Они еще совсем-совсем молодые и практически новые, поэтому пока что я их берегу и таких манипуляций не делаю. И вот наш результат. Осень у всех ассоциируется с чем-то своим, с чем-то личным, с чем-то абсолютно особенным. Для кого-то это пора так называемого сбора урожая, когда люди подводят итоги всему тому, что они сделали за этот год и пожинают плоды своей деятельности. Для меня же это больше время перемен, потому что не так давно еще я ходила в школу, и для меня школа ассоциировалась всегда с чем-то новым, потому что я еще и часто их меняла. Соответственно, 1 сентября, начало осени всегда было временем перемен. Потом университет, в прошлом году была свадьба, а теперь новая глава в моей жизни, потому что я пошла на обучение, на которое в разные периоды жизни периодически засматривалась. У каждого есть свои критерии, по которым мы выбираем работу, и у каждого они абсолютно разные. Я очень долго не могла понять, что же для меня важно и что для меня является решающим, таким определяющим в выборе деятельности и, в принципе, для того, чтобы я могла работать какое-то долгое время, а не терпела год, а потом просто падала навзничь в каком-то выгорании, в какой-то невероятной усталости и абсолютной нелюбви к тому, что я делаю, потому что, на мой взгляд, очень важно любить и жить тем делом, которым ты занимаешься. Во всяком случае, это важно для меня, когда не стоит вопрос какой-то выживаемости, да, понятное дело, что когда не на что жить, мы идем и работаем, лишь бы выжить, но когда мы в каком-то более спокойном режиме находимся, конечно, это вопрос любви к делу и к конкретному занятию. Теперь, кажется, я понимаю, что мне было важно. Я пошла учиться на экскурсовода. Очень интересная, многогранная и на самом деле довольно сложная профессия. У меня был однажды опыт ведения экскурсий, который запомнился мне на всю жизнь, и с которого как раз-таки я начала периодически обращаться к этой профессии, узнавать, как можно ее получить, как вообще можно стать экскурсоводом, что для этого нужно. Мне кажется, я встала на путь осуществления своей мечты. Сейчас я учусь каждый день, не только когда есть занятия, потому что очень много информации. Я погружаюсь в историю, смотрю разные абсолютно курсы, слушаю лекции, подкасты, книги про исторических личностей, про исторические события, обновляю что-то в своей памяти, потому что история мне всегда нравилась, я ее всегда очень любила. Изучаю культуру, архитектуру города, в общем, все то, что мне хотелось изучать в мои университетские годы и что было от меня, по сути дела, закрыто и заблокировано, потому что каким-то образом я выбирала всегда не те направления, которые мне были нужны. Думаю, что если эта тема будет интересна, я расскажу об этом поподробнее в других своих видео. Но пока желаю вам веселого и немножко жутковатого Хэллоуина и, конечно же, самой счастливой осени. Всем пока-пока и до новых встреч! Что может быть прекраснее чая в кружке в форме тыквы?